Это я, это мой новый имидж. Это надо поближе показать. Делаю лицо доброй мамы. Хочу, чтобы меня дети видели красивой. Собираюсь на собрание. Сегодня в 6 часов у нас собрание во 2 Б-классе. К девочкам иду на собрание, поэтому крашу волосы, делаю маску на лицо подтягивающую. Это у меня маска, Максим, маска индийская. На Валберес заказывала себе порошочек с водичкой, смешиваешь и подтягивающая. Накрасимся, оденемся и пойдем заряжаться позитивом. Сына, принеси ту маску, я унесла ее к себе в комнату. В комнату. Максим сейчас принесет. Так что вообще это меня Инна зарядила, приехала ко мне, приезжала подруга, жила у меня неделю. Я ей очень благодарна. Ну, это я. Тут была еще я старая. Это еда на столе. Она меня приехала, зарядила на положительные эмоции. Она вообще модница, и вот она меня подзарядила. Вот такую маску я себе купила. Но это не ее рекомендация, это я себе вообще взяла и крем индийский, и маску такую подтягивающую для лица. И хной покрасила. Сейчас у меня дома только шоколадная, еще есть каштановая, вот именно индийская. Тоже заказывала с Валберес, она очень хорошая. Сейчас посмотрю, какой цвет получится. Если что, еще ее. Ну, а вообще-то я смешиваю... Вообще я смешиваю хну с басмой всегда. Но басмы дома нету. Костя принес уроки делать, дети собираются. Вообще смотрю, что даже радуюсь, что дети 2 Б-класс, они вот учатся, ко 2-му уроку ходят. Почему радуюсь? Потому что успеваем с утра стих, ты специально поближе, да, чтобы все разглядели мое лицо. Стих успеваем с утра поучить, каждый день по стиху большому задают. А также вот Анюта сегодня отлично отыгралась утром, даже довольная такая. У них у всех готовятся экзамены. Снежанка готовится еще и 24 декабря, у нее соревнования в Армавир поедут. По 1500 надо сдать, 500 рублей аренда костюма. Этого костюм, да, или как он называется, акробатический костюм. Костюм, 500 рублей аренда, ну и 1000 рублей мы отдаем старту, то есть то, что они везут, и покушать с собой. Ну, то есть вот так вот. 1500 к 24 числу они поедут. Ну, опять, наверное, им дадут грамоты, медальки. Одну она медаль уже таскает по дому везде, то на батуте с ней прыгает, то еще что-нибудь. Сейчас я проверять буду уроки у Кости, да? И сегодня кушать наготовила, сварила суп гречневый, сварила компот с кизила, опять манник спекла, яблоки, мандарины, апельсины, печенье. То есть перекусить дома есть что. Это я уже на следующий день. Здравствуйте, вчера вы меня видели в маске. Закружился день так, что даже некогда было снять. Но я хочу, чтобы вы посмотрели цвет моих волос. Волосы у меня шоколадная хна вчера была, с шоколадным оттенком. Мне нравится уже эффект. Я вся такая вот прям захожу и волосы вот так вот. А еще что мне... И, конечно, я помолодела после маски. Вчера все меня побоялись, дети молча смотрели. Еще мне нравится, что сейчас в Магнит Косметик продается... Ну, я на Валберес заказывала. Продается такой... смывается шампунем. Такой, ну, как это... Тонизирующий спрей. У меня седые волосы. Сейчас чуть-чуть и корни будут. То есть пшикаешь... И корешки сразу становятся темные. И от мытья до мытья, в принципе, если вдруг что-то уже подсмылось, можно покрасить. Я-то уходила от этого цвета. Вообще, конечно, я сейчас первый раз в жизни жалею.
столько раз стригла волосы, вот такие, столько раз мне Иван говорил, я тебе не прощу волосы. А вот последние волосы, они были вот такие, и они были от хны настоящие, они были такие красивые. Ну, пусть растут сейчас, они мне такие не нужны, ну, по плечике пусть отрастают. Будет видно все, что я буду делать, что моя душа захочет. Маска мне эта индийская понравилась, личико такое стало хорошее. Вообще много что взяла, там и маску взяла, и масло для лица взяла, и крем взяла, заказала. Цены достаточно приемлемые, и такой тоник протирать личико. Чем занимаемся сегодня мы? Василиса начищает картошку, мама начистила, одну сковороду жарит, доча теперь вторую доделывает. Не хочет не здороваться, ничего, настроения нет. Есть, да? Ну поздоровайся. Привет. Мы режем поросенка. Мы убираем сегодня хряка. Парни все на улице, занимаются с папой. Иван, конечно, настраивался, он у меня вообще тяжело переносит все эти процедуры. Потом чуть ли сутки есть не может. И кроликов мы держали, из-за этого не стали держать. Более-менее еще птицу бьет. Ну вот сегодня хрячка убирают. У нас вот жарко, окна все открыты, вода кипятится. Все сейчас это будет, им нужен будет кипяток, все знают. Сейчас они занимаются обрабатыванием. Близко подходить не буду, работа ведется там. Установили деревянные настилы, мальчиков одела, чтобы они пачкались, свои старые куртки. Но близко подходить не буду. Занимаются. Папа учит. Чушечка осталась одна у нас. Она поменьше его. Индюк, индюк. Индюк у нас остался. Один с двумя индюшками. И теперь ему приходится работать. Такие танцы он перед ними ведет. Красивые. Уже готов. Готов к покрытию. Уже гнезда для них папа будет делать. Папа с моей скотинкой бедный. Такой красивый прям индюк. Не буду показывать вам вот это мероприятие. Думаю, не всем это приятно, да и я не хочу такое показывать. Не хотим задеть ничьих чувств, но мы держим чушечку для того, чтобы кушать свежее мясо. Хотя нам, если честно, этой чушечки, как слону дробина, вот так я скажу. Но свое сало насолить, свежее именно, и покушать свое мясо. Иван говорит, для чего мы держим? Нам эти чушечки, в принципе, ну, мало это мясо для нашей семьи. У нас очень много уходит мяса. Но именно вот эта процедура. Сейчас я пока снимаю, сейчас мы включим музыку, мы будем жарить свеженину, мы будем отдыхать. Дети будут... Я просто со своего детства вспоминаю, что родители тоже держали. Тоже, хотя жили мы в квартире, тоже помню вот эти моменты, когда у нас была свеженина, когда на столе, хотя нашим детям много внимания уделяется, нам-то столько не уделялось внимания. Мы росли, родители всегда были, никого не было никогда. Но все равно, вот эта процедура, они будут все равно вспоминать, как и я вспоминаю. Поэтому мы все-таки держим хозяйство. Вот у нас сейчас одна чушечка, мы ее еще чуть-чуть подержим. В этом году у нас 55 лет совместной жизни бабушки и дедушки. У нас вообще декабрь такой, мероприятий много очень. Поэтому мы готовимся. Вчера ходила на собрание к девочкам, к маленьким, принесла целый список. Вообще хочу сказать, что у нас замечательная учительница.
Настолько она работает с родителями на собрании, я просто удивлена. Вообще из всего коллектива, наверное, она единственная, вот сколько я деток учу, она работает именно с каждым родителем. Она никогда не говорит очень плохо про детей, даже если где-то кто-то заслуживает. Даже если вот она недавно звонила, Анютка каталась на крупе манной по коридору, она говорит, я оставила, в общем, убежала она им новую методику, говорит, я закупила манную крупу, клей дети из дома взяли. Пока она бегала, в общем, дети рассыпали эту манку и катались. Снежана-то, конечно, не каталась. Ну, Анюта поддержала коллектив, каталась. И, в общем, учительница позвонила, говорит, это же опасно. Могла произойти и беда. Так тактично. Я, говорит, ничего, ну, поговорите, что прежде чем что-то делать, надо думать о последствиях. Столько она. Я вчера написала 2 листа. Иван уже мне пишет, ты скоро там? Уже поздно было. Я пишу, пусть готовятся. Они вчера одели купальники, купались в ванной. Такая у них игра была. Я говорю, пусть вылазят. А он пишет, просит, умоляют еще покупаться. То есть пока я на собрании, они все это время купались. Но голос у меня, слышите, да, мы прибаливаем, болеем. Также спрашиваю, столько она дала, над чем работать, порядок дома, чтобы на столах был, потому что, говорит, в школе все на столах валяется. Спрашивала, как дети уроки делают, есть ли у них отдельные столы. Ну, то есть прям столько, вот мы с детьми прям прорабатываем. Снежане, если вот Снежане тяжело даются одеяло, Анютка, она повыше, ей легче. Ну все, говорю, все, дочь, тебе помогать не буду, все сама за порядком, просто потом зайду, поправлю и все. То есть дети по утрам у нас вообще-то просыпаются, заправляют свою кровать сами. Всегда нету такого, чтобы они ушли в школу и оставили незаправленную свою кровать. Это они уже все привыкли, уже даже маленький Ваня встает и заправляет свою кровать. То есть все убирает, все поправляет, все делает. И это постарались привить прям уже. Все дети, все мальчики, все парни. Все это делают. Ну, прямо она вчера много с нами. Я вообще ей благодарна. Она молодец такая. Много советов дала. Сказала, что проходит. Сказала, как у них уроки начинаются, с чего. Вот. Она говорит, я вот окружающий мир даже начинаю, и пошла по заголовкам, что такое живая природа, что такое неживая, чтобы, говорит, у них всегда это было в голове, и в русском, и в математике. Так, дальше. Задали вопрос. Дети так часто болеют, почему? Дети болеют не часто. Нас много. Допустим, лежат в больницах. Все время, когда лежали дети в больницах, это всегда было обследование. В этот раз только Снежана, долго держалась температура, и все. А так всегда было обследование. Валера лежал на обследовании, у него хронические заболевания есть. Ульяна лежала на обследовании, и сейчас уже надо ее готовить к тому, чтобы ложиться в больницу, опять на обследование. Каждый год ложится на обследование. Костя у нас астматик, у него тоже хроническое заболевание, которое зависит не от нас, но в этом году он еще держится. Вообще ему сказали каждые 3-6 месяцев ложиться в больницу, пытаться лечиться. Но вот сейчас надо его, декабрь сейчас пройдет, и я буду его после выходных вот этих новогодних, буду опять звонить, чтобы его положили на лечение, потому что, возможно, ребенок сможет избавиться от этого заболевания. Тяжело с ним жить, я сама астматик, знаю, что такое. То есть дети не болеют. Простываем. Не сказать, чтобы мы чаще простывали, чем другие дети. То есть наоборот, я вот наблюдаю, у нас вот Анюта молодец, такая держится, у нее так иммунную систему. Костя в этом году держится. Максим. Снежанка у нас. Снежанка слабенькая вся Снежанка. Ну, попыталась ответить на вопрос, почему же часто болеют дети. Вот такой у нас зимний пруд. Уточки в нем продолжают плавать. Гусей у нас теперь нету.
Но в этот раз буду гусей брать. У нас те гуси, они просто были такие какие-то диковатые. Они не заходили в стайку. Мне надо приучить. Хотя была порода хорошая, жирные такие. Мне надо приучить гусят, потому что все-таки хорошо. Вот курочки уже, считай, 2 вывели, цыплят. Утки вот оставим, самцы уже такие большие. Полезла. Лед разбили. На улице сейчас температура плюсовая, тепло. Вообще сегодня ни ветерочка, ничего. Красота. Лазят. Папа спрашивает, мы с вами разделывали? Нет, Валера не разделывал, потому что Валера с нами у нас появился, когда мы уже переезжали сюда. А мальчишки-то разделывали. Как не холодно им, да? Ой. Вторую сковородку уже ставлю жарить картошки. Поняла, что дети что-то прям... Ну, я не скажу, что мы часто жарим картошку. Как-то время было вообще не жарили. Что-то уже последний раз не съели, они ее выбросили. А тут 2 раза пожарили, 2 сковородки съели. И сейчас... Но я хочу сказать, что моя 9-литровая сковородочка, все, мне надо вторую. Побольше. Да, Ивану старшему сделала заказ. Говорю, мне срочно нужна 2-я сковорода. 9 литров, можно на 15. Сразу бы пожарила, сейчас 2-й раз в своем тазике нарезала картофана. Нарезала картошечки, смотрите сколько. То есть это мой тазик, это грязно, я ей мешала картошечку. Стоит. Смотрите, сколько картошки. Я как-то котлеты недавно делала, и меня спросили, ну покажите хотя бы, как дети кушают. Да кушают наши дети, кушают. Не я съела эти котлеты. Я тоже кушала. Вкусно. Сейчас мы уже с одной стороны, да, сделали. Папа отдыхает с дедушкой, сидят, ждут. Покажи их, пусть сидят. Ждут картошку, да, ждут 20 минут. Чушечка 20 минут с одной стороны, а паяльником этим лампой прошли, обшкурили, да, уже. Со второй стороны залили кипятком, тряпкой. Что тут что? Да ничего. Тряпками закрыли, вот сейчас 20 минут. И уже скоро мне на свеженину понесут мяско. Вот тут пригодится большая сковородка. Нет, сильно. У нас наоборот дедушка мясо не идет. У нас не идет мясо. Я нажарю, у меня чуть-чуть поменьше есть сковорода. Я в этой картошку сейчас еще это раз. У вас не идет, а у нас идет. Да и ты-то едок. Ой, кусочек сейчас съест и все. Дети прибежали с музыкальной школы. Ваня сразу пошел, Максим его проконтролировал 16 числа. У первоклашек экзамен, а 20 числа у второклашек. Второклашки играют 2 песни уже, 2 мелодии, первоклашки 1. То есть Костя, Анюта и Ваня 1 играют, а Максим со Снежаной 2 песни играют, 2 мелодии. Вчера, кстати, была на собрании, и учительница сказала, в этот раз Снежана выйдет как хорошистка, говорит, много пропустила. То есть такие оценки у нее. Ну, хорошистка будет. Хорошистка нормально. Все, жарим.